Дараубы. Я иду к тебе покушать шаурму. Ты такую же готовишь парню своему. Ты кладешь в микроволновку уже готовую. Я говорю нет, спасибо, всего доброго. Я хочу новую, и мне нужна вишневая. Остаюсь при принципах и иду гулять. Жду, когда ты сходишь в лес, вишни мне нарвать. Ты старалась, знаю, но попытка безуспешна. Шаурма развалилась, а внутри была черешня. Я хочу новую, и мне нужна вишневая. Так. Всем привет. Мы с тобой живем вместе уже много лет. И каждый день на завтрак ты готовишь мне омлет. Его вкус прекрасен и начинка безупречна. И его приготовила прекрасная женщина. Я хочу новую. Так, всем привет. Здорово, ребят. Так. Ща. Дын-дын-дын-дын. Так. Ага, окей. Погнали. Так, все. Так. Угу. Все работает. Окейшки. Упс. Так, а что я тут делаю? Ага, понял. Вот это я промахнулся. Блин, только вчера играл вроде бы, но уже все забыл. Так, окей.
Ага. Механизмы какие-то. Оу. Тайная миссия 7. На пределе. Захватите часть синего шара за ограниченное время. То есть мне так вот ездить надо, видимо. Так, окей, ладно. Сейчас попробуем. Только мне прям ровнёхенько на них надо прыгать. Видимо, какую-то еще кнопку можно нажимать, чтобы он не спрыгивал с него. Да, блин. Задачка. Вот мне пистолетов не хватает, опять же, банально. Не тот ресурс у меня. Ну-ка. А рядом что-нибудь есть для того, чтобы поменять оружие? Может быть, тут? Нет, выглядит как что-то. Так, давай-ка начать миссию заново. Да, окей. Ну, обалденно. Угу. Ай.
А как тогда? М. Ну тут явно должен быть какой-то интересный способ. Хотя, судя по картинке, там только пистолеты. Или надо много стрелять? Да. Так. Окей. Ага. Понял. Ну, я примерно понял, как это работает. Тут, короче, обязательно надо дэшем. И потом под конец этого вот слайда использовать пистолеты. Подожди-ка. Мне кажется, я могу... О боже. Ой, бля. Даров. Претор TX, здорово. Тут какая-то прям задачка интересная стоит у меня. И снова душные секретные миссии. Лау. Но...
Так. Ну, в принципе, успеваю, как будто бы. Короче, тут надо прям сейчас по уму сделать. Вот раз. Только я не дотянул. Охуенно. Давай, ну давай, ну давай, ну бля. Я многого прошу, да. Ёб твою мать. А, твою мать, у меня дробовик был. Увынск. Так, а может дэшами вообще реально пройти? Ну, в том сегменте, по крайней мере. Ладно. Ой, давай. Ой. Да. Да. Обожаю таргет в этой игре. Да, ребята. Угу. Блять. О боже, невидимая стена. Да. Боже. Боже. Это, блин. Но я уже близок, очень близок. Ай, бля. Как это, блядь? Ну вот.
Гандон ебаный. Увернулся еще так хорошо. Ой, бля. Угу. Да ёб твою нахуй мать. Каким же, сука, он ебаным образом это делает? Твою-то нахер мать! Ёбаный рот. Так нормально-то. Пиздец. Ай, короче. Слава тебе, Господи. О, боже, да. Ну, мы, по крайней мере, здесь не убили до хера времени. Ну, типа. Найс. Ловушки. Ну и эти миссии реально душно задизайнены. Угу. Ну, короче, тупо с дробовика кончать надо. Блин, какие же бестолковые. Что хавал сегодня? Хлеб с икрой кабачковой. Потом вот вечером жена пришла и приготовила салат картофельный с мясом. Так, что еще? Вот так, в принципе.
Хлеб с икрой кабачковой. Утром съел остатки пельменей с прошлой недели. О, вижу. Вот еще типа макарон приготовила жена. Я, ну, типа стараюсь а-ля диет, ну, Ничего интересного не то я. ну, мы типа не каждый день народное блюдо кушаем, типа, понимаешь? Это было бы странно. Ну, типа, русские же не каждый день кушают борщ, например. Ну, продукты как продукт. Прикольно, бля. Реально? Прям отсюда-то? Вот это вы классно А как придумали. же шавухи? Бургеры. Да не. Ну, я же говорю, типа диеты придерживаюсь. Просто как бы поздно не кушать и так далее. А шавуху, ну, бывает иногда утром питоню. Когда обратно с садика там возвращаюсь, когда детей. Вот уже проводил до садика. Ой. Я скучаю по фастфуду. Ну купи. Тут у меня нихуя нет. Тогда приготовь. Это тут-то где? Ну, я думаю, вполне реально там найти ингредиенты, нет? В 900 километров от яхт. Диета на дефицит калорий. Ну типа да.
Я пробовал сахарную диету. Это пизда. Да. От сахара ломает жестко. Я как-то пробовал, продержался типа неделю, полторы, то есть неделя и там типа 4 дня или типа того, хз. Ну жесткая штука. Потом, когда что-то вкусное кушаешь, пипец, оно кажется тебе просто богоподобной едой после такой диеты. Практически любое дерьмо кажется вообще нереально классно. Ты такой типа кушаешь, такой, ебать, это что такое? Есть такое, обновляются рецепторы. Да. Так что, ну вполне, да. Прикольная тема. Только умение бури и огня может меня одолеть. А где я тебя найду? Блин. Ну, наверное, надо проехать. О, сейчас будет нападение. Ну ладно. Я охуеваю с тех людей, которые пьют энергетики каждый день. Ну, я сам такой был раньше, да. Еще знаешь, типа я любил смешивать энергетик с колой какой-нибудь. Ух, бля. Да. Угу. Так. Так, пошли обратно. А ты что кушал сегодня? Какой-нибудь такой темой страдаешь? По типу диета? Когда был пиздюком, я тоже особо не замечал вкус. Ебашил килограммами почти. Сахар имею в виду. Я подам. Насчет диеты соблюдают только время. Ну я сейчас, да, тоже по времени чисто. Ну и типа стараюсь не сильно переедать.
16 часов голодовки, 8 часов на прием пищи. А, это как вообще? Я думал, типа после 6 не кушаешь, и все. Интервальное голодание типа. Ну, по сути, так и есть. После 6 не хаваешь. Угу. И утром с 10 можно. А, то есть не раньше? Да. Интересно. А чё за прикол? У меня жена тоже так же кушает. Ну, типа, прям рано утром нельзя. Жиросжигание происходит после 12 часов голодания. Понял. То есть надо быть в сознании еще 4 часа и голодать. Тупо пропуск завтрака. Понял. Тупо Мордор прям. Так. Прокачка. Давай пропеллер Насчет возьмем. моего рациона, он очень скудный. Сейчас картошки дахо. Только и его ем. Блин, я даже не представляю, как можно мало картошки кушать. О, сейчас будет новое оружие же. Спарта. Спарта. О, какой невежливый. Тебя мама не научила, как пользоваться дверьми? Этот запах. Я знаю его. А, ну да ладно, тебе в следующий раз побрызгаю с одеколоном, окей? Этот смрад предательства, этот запах проклятия Спарды.
Я уничтожу всех, кто кровью связан с Пардой. Сынок убирает за своей папочкой, да? Знакомая история. Блин. Натоптал. Раньше увлекался еще корейскими лапшами. Кусурибок, кусурибок, кусурибок. Предпроцесс. Да, это та же история. Ну сейчас, кстати, я также вот продолжаю балдеть по... Ну хотя бы по острым корейским соусам. Бульдог топчик. Да и предпроцесс. Да блин. Ну, блин. Так, окей. Так, попробуем чеками его. Не, урода маловато.
этот его пердеж. Ненавижу боссов с пердежом. Пробовал третьих спайси? 3х спайси? По-моему, да. Ну блин, как так? Да блин. О, я же нажимаю блок парирования. Ну в какой момент он... Я ел его 20 минут с молоком и мороженым. Ядреная дичь. Да. Я вот не помню, но что-то было и капец какое острое вот в Таиланде, когда жил. Но вот сейчас уже не помню конкретно, что это было. Ну, типа точно не том ям там, а что-то другое, собственно. Угу. Ай, ну блин. В анимации находился. Но мы, кстати, иногда бывает с женой любим посмотреть на то, как люди страдают, кушая что-то острое. И что-то вот прям запомнилось вот это чипсина. Что-то там. Что-то американское дерьмо какое-то, типа какой-то халапеньо, что-то там, какой-то... Точнее не халапеньо, а какой-то калифорнийский жнец или что-то в этом роде. Какая-то такая, типа, дресня. Да, блядь, можешь перестать? Да, бля.
Давно стал семьянином. Давно, да. В тайминг попал. Не знаю, типа... вот есть у меня такая... Это 18 лет. Нет, ты че, ебанулся? Где-то в 25 или 24, что ли. Ну, я женился. До этого год встречался с женой. Но в целом хотел завести детей, ну, сыновей, еще, не знаю, в подростковом возрасте, не помню. Ну, давненько прям. Не то, что даже подростковом, а вообще, типа, чуть ли не с 12 лет или что-то вроде, типа. Ну, какая-то такая, типа, мечта была, и чуть ли не это было с... Почему-то такие вот прям желания посещали меня в Новый год каждый раз. Вот. И вот, мечта сбылась. Вот, бумажку зажигаешь и кидаешь вот бокал с соком и выпиваешь. Вот такой вот фигней страдали. А так, с женой встречался год, потом женился на ней. Потом какое-то время не могли завести детей, думали проблемы и так далее, но потом под Новый год получилось. Хелла. Привет, Гудзан. Ничего себе не могли завести. Да. Был такой Трёх момент. страдали красавчики. Да. Да. Сейчас хрен найдет женщину с правильными взглядами и на долгосрочную перспективу. Ну да. Но я так почему-то не представляю. Но верю в такую проблему. Но в то же время реально вполне себе найти. Но я верю в это. Иголка в стоге сена. Да. Но мне кажется, все слишком сильно усложняют эту вот тему. Ну, с поиском своей той самой. Ну, в голове. Эту как его задачу представлять себе слишком трудно выполнимую.
Да блин. Чуть-чуть вообще. Кропаль оставался. Мне кажется, все слишком сильно усложняют эту вот тему с тем, чтобы найти свою ту самую. Не знаю. Мне, наверное, просто крупно повезло. Я познакомился со своей в книжном магазине. Она сидела продавцом. А я типа пришел в магазин. Ну, с целью познакомиться. И там придумал историю о том, что я еще какую-то книгу «Игры престолов», которая еще не вышла. И по предлогам того, что если она выйдет, то, ну, можете мне позвонить или что-то в этом роде. Ну, короче, ей свой номер отдал. А потом такой сказал: а не, может быть, я лучше вам сам позвоню, а то вы тут, ну, будете сильно заняты и все такое. Можете забыть. И все. Вот так вот номерок добыл. Ах ты хитровым. Смело. Да. Но в то время как бы все равно люди там типа знакомились через интернет, там там прочее, типа не подумайте, что типа я чуть ли не во времена СССР, там типа когда интернет не было, начал знакомиться, типа там, ну вот так вот подошел на улице, ну грубо говоря. Я просто до этого как бы знакомился по интернету и ну это пиздец. Ну, я просто пришел к выводу, что это полная хуйня. Ну, типа, зачем пытаться продолжать? Намного романтичнее, лучше вот так вот, типа, на месте. Как-нибудь. Какой-нибудь ситуации. Да. Да блин. Блин. А сейчас будет победная. Я, кстати, с него получу самое лучшее оружие в этой игре, по-моему. Это вот кулаки с когтями. По-моему, в каждой части вот такое оружие, это топовое оружие.
Балок вроде был. Балрак? Что такое Балрак? Да, блин. Ну, ёб твою мать. Оружие с этого босса. А. Ну вот он. Ну, это, видимо, он. Но его так зовут, видимо. Балрак. Да. Балрак. Победа! На, минус второй глаз. Ненавистен тот в жилах, которого течет кровь Спарда, хоть мои глаза и видят, не видят, но я не забуду твой запах. Если придется, я буду преследовать тебя в вечность, пока не избавлю эту землю от твоего смрада. А, сволочь, убежала. Почему постоянно хлебу кашу, заваренную моим отцом? Ладно, старина, держи себя в руках. У-у-у-у. Так, нажмите удерживать, да? Все. Защитник 3-го уровня. Это имба. Лысый пропал. Неужели он жив? Вот это поворот. Сейчас дебаф у меня будет, да? Удивительно. Даже дьяволенку это не под силу. Ты ведь не будешь меня стрелять, правда? Если ты выстрелишь, я умру, знаешь ли. Может быть, тогда ты наконец заткнешься. Меня раздражает, когда кто-то говорит больше, чем я. Да не говори, не думай, мой мальчик. Ну, у меня припасена для тебя интересная история, но если ты будешь меня перебивать,
Я не смогу поведать тебе ее. Ну что, мне рассказать? Я думал, мне точно конец. Ой. Ты это тоже видел, правда? Это огромная башня, выступающая из земли. Это широкая шахта, которая вызывает у женщин содрогание. На самом деле тоннель, связывающий владение демонов с миром людей. И, конечно, именно твой брат Вергилий контролирует его при помощи амулета твоей мамочки. Амулета? Он направляется в комнату управления, в подвале. Если ты не спрыгнешь туда быстро, как кролик, он откроет врата в ад. Раз тебе не страшно? И почему ты мне это рассказываешь? Ой, забыл сказать тебе еще кое-что. Эта штука, на самом деле, является ключом, с которым можно идти дальше. Но загвоздка в том, что она высасывает души своих владельцев. И думаю, вот лучше тебе поторопиться. Но в обмен на твою душу она даст тебе силу. Замечательно, правда? Просто позволь своему молодому духу вести тебя. То есть я сейчас смогу все время в демона превращаться? Может быть, ты с самого начала рассказал мне это, носатый болтун? Найс. Окей. Ну беги. Как будто жестко писать хочет. А? Торопимся в туалет. Беги.
Угу, отлично. Да блин! С самого начала, да? Слава богу, боже мой. Это я бы охерел с самого начала. На ману. Окей, прикольно.
Да блин. О. Чё меня убило? My name My name А. or you can expect a spanking from Хилки купишь? Ну я вообще предметы не использую. Как челлендж. Ну типа того, да. Твою мать.
Ах ты, блядь. Есть. Фух. Excuse me. О, ну чуть-чуть не хватило. Ё-ма. Ладно. Подземная арена. Что-то знакомое. А, колесница какая-то была. Talk about horsepower. Поговорим о лошадиных силах. A chicken race with a Гонка между цыпленком и конем, да? Вполне справедливо. Блин, я не понял. Да блин. Ага. first chicken. Сначала цыпленок, теперь гладиатор. This just keeps. Дела идут все лучше и лучше. Too bad there's nobody here doing. Жаль, что здесь нет зрителей, чтобы насладиться представлением. Да есть. Не жесть. Блять. Я думал, у меня мятежник стоит, оказывается, нет. Нихуя подобного. На двери даже лошадь нарисована. Да блять.
Ауч. Ёбаный. Нихуя себе. Да ты дерьма кусок. Замедление времени, ёб твою мать. А как доджить это дерьмо? Интересно. Ау. Огонь плохой. Ёб твою мать, она еще и так делает. Ауч. Да в смысле ты ушел? Блять. Да блять, как не достал-то?
Да блять! Прикольно же вообще было. Коня прям на скаку. Бам! Тормознул. Подпишись на таверну на Лану Ахров, линк, Тими, здесь игровые новости, мемы и всякие разные авторские посты чат таверны Ахров, линк, Тими, Да блин, да что за нахуй, блядь? Да бля. Сука, вот эта анимация ебать долгая, конечно. Блять, а как мне...
Так, подождите. Давайте-ка я возьму спиральку. Она у меня к тому же максимально прокачана теперь. Попробуем с помощью нее тормознуть эту лошадь. Здоровенная пушка же все-таки. Ну, здрасте. Блин, а я думал, тормознет, тварь. Ай, боже. Ай, что-то не идет. Что-то не идет. Что-то не блокируется. Достаточно урона не наносится. А в чем прикол этой спирали, я даже понять не могу. Come on, wimp. Come on, wimp. Come on, mip. Come on. Да охуеть! В смысле ты это... А чё так рано? Ха. Ну ладно. Бля. Что меня убило? Я не понял. Она меня даже не дотронулась. Что меня убило? Да. Хитбоксы, конечно, странные. Да мать твою. Так. Ага. Угу, отлично. Ну, ёпта мать.
Ай, ну что ты? Что? Вау. Ну, да. Окей. Кто по-твоему больше вкинул развитие в видеоигровую индустрию, Кодзима или Миядзаки? Ну я хз даже. Ну в целом... Ну, в целом, мне даже сложно понять вообще, ну, суть вообще этого вопроса. Что они сделали-то вообще, в принципе. Кодзима конкретно по кинематографичности и по, как его, по творческой свободе, наверное, как-то принес много над чем подумать и все в таком духе. Внимание к деталям и так далее. А Миядзакич конкретно создал определенный жанр и подарил довольно-таки интересный экспириенс, что, кстати, Кодзима тоже сделал. Конкретно всякими такими прикольными вещами по типу интересный подход к боссам и там прочее, что у Кодзимы. Ну, Кодзима, конечно, в этом плане намного сильнее, в том плане, что есть множество всяких разных способов победить там боссов Metal Gear Solid. Чуть ли не в каждой части. Один психомантис чего стоит. Там вообще очень много интересных вещей, если так вспомнить. А Миядзакич, ну... Ну, в плане создания жанра прикольные вещи сделал. Большой вклад и развитие темного фэнтези, большой интерес принес. Ну и, собственно, по хардкору, в плане того, что типа комьюнити хардкорных игроков получил еще один лагерь. Это вот типа те, кто любит Souls игры и так далее. Ну, в целом, в плане игрового экспириенса, наверное, Миядзаки куда больше народу порадовал. В плане того, что дает им очень сложный челлендж. И когда ты побеждаешь и преодолеваешь этот челлендж, ты получаешь некое такое извращенное удовольствие. А Кодзимыч, он дарит, типа, ну, другой экспириенс совершенно. Такой. Более такой тонкий, интересный. В плане того, что как
например, открытие чего-то нового, типа, мол, ты сам до этого додумался, но Миядзаки уже давно сам до тебя все придумал, сидел, додумывал всякие разные вещи, что, мол, а вдруг игрок сделает таким образом и так далее. И это все, в принципе, там имелось в тех или иных Metal Gear Solid, и это прикольно. В общем, не знаю даже, кто больше. Мне кажется, Кодзима все-таки, по большей части. Потому что он такую интересную планку поставил в плане интересных игр, в плане сюжета, проработки, на мелкие детали и так далее. По уже существующему жанру. Не, хотя их сравнивать такое себе на самом деле. Миядзаки, он по большей части все-таки, ну реально, жанр создал. Как бы целый жанр, который за собой, ну, из-за появления которого очень много всяких прикольных игр появилось на самом-то деле. Не знаю даже. Очень странный вопрос, по правде. Даже не знаю, как на него ответить. Ну, то есть, кто больше, ну, хз. Но лично для меня мне больше нравится, наверное, Кодзима. Там как бы таких творческих интересных идей куда больше. А Миядзаки, ну, бля, болото там, вся хуйня. Ну, он жанр придумал. Это заебись. Интересную атмосферу дает и все такое. Это прикольно. Но в плане каких-то творческих там прикольных таких вещей, ну, давненько ничего такого не видел. Последний интересный проект от Миядзаки все-таки Секиро был. И, ну, Элден по большей части не понравился из-за того, что, ну, он такой открытый и там прочее. Хз. Типа идешь куда. Мне больше давало экспириенсы приключения и другие части, точнее другие игры от Миядзаки, чем Элден. Хотя должно быть наоборот, конечно же. Кодзима же тоже отец и основатель жанра стелс-экшн. По сути, да. Но я его ценю конкретно не за это. Петердем. А за более такие прикольные вещи. Он вообще первый, конечно, там типа сделал стелс-игру. То есть у него первая стелс-игра появляется вообще в Денде. Бля, ну сука. А? И кто задавить меня пытается? Ну, это чудовище. Угу. Кодзимич вполне мог бы стать кинорежиссером. Ну да. Он, кстати, об этом всегда говорил. Ну, любовь к кино и все в таком прочем. Да мать твою. Ну я понял. Надо его прям бить, оказывается, в лицо. Так. Но у него сейчас прям мечта-то сбылась, по сути, у Кодзимы. Он вокруг себя столько, типа, прикольных актеров собирает и творческих людей. И днем прям в игре Гильермо Дель Торо сидит, все такое. Также он, типа, делает 3D-сканы ножек всяких
девчонок, все такое, чтобы Тарантино обратил внимание. Тарантино такой, ебать. Походу этот парень свой. Чтобы он так и сказал. Да. Да блин. Клуб футфетишистов Лал. Но. Блин. Ну ёб твою мать. Да блин, ну конечно. Какого черта, бля? А что мне в этом случае сделать, если она вот так вот прям на меня летит? Так же? Вот так пук, просто сделать? Наверное. Хотя была идея вот так вот сделать. Или скорее вот так вот, наверное. Я даже не знаю. Но какой-то сильный удар должен произойти, чтобы ее остановить. Это да. Так, я сначала коплю. Мне надо накопить заряд. Угу. Угу. Ну как почему-то не работает. Блять. Ай, какая, блядь. Чисто кайфанул. Блять, тут ты издеваешься нахуй. Есть мнение про жанр шутеров.
Ну, мнение в основном положительное, но если типа ты хочешь услышать что-то типа, не знаю, Жди пока он остановится, бро. Не, его можно стопорить, по сути. Но если ты хочешь услышать что-то типа то, что сейчас жанр шутеров в застое, и то, что он никак не развивается, ну, наверное, так и есть. Но хотя, с другой стороны, типа, сейчас идет такое слияние, прям, ну, сильное слияние жанров хоррора и шутера. Ну, по крайней мере, инди старается это очень сильно делать. Разработчики оттуда. Ну, к примеру, этот толчок к этому дал очень сильно бодикам. Ну, а так, в целом, ну, шутеры... Не знаю. Жанр классный. Бессмертный. По факту. Ну, как его можно, типа, идейно развить и все такое, я не представляю. Блять, ну это просто рофл какой-то. Гандона с этим, блять, стоит. С нунчаками. Вечно путаю пушки. Единственное, какое хорошее можно сделать развитие в жанре шутера, это вот именно ощущение ганплея и так далее. Вот именно типа как вот ощущается стрельба хорошо и все такое. Вот самая лучшая стрельба сейчас знаете где находится? В какой игре? Это Hunt Showdown. Вот там, по-моему, самая лучшая стрельба пока что. Ну, еще может быть что-то вот близкое, наверное. Escape from Tarkov, возможно. Сука, как же ты по-долбоебски бьешь просто. Ебать. Сука! Пизда! Просто, блядь. Ну тут, наверное, можно было только лишь блок поставить, но я в анимацию удара находился, поэтому... Люди как играли в КС-ку, так и играют.
Ну, в КС играют не за стрельбы 20 лет по прошло. факту, а по другим причинам. По состязательным моментам и так далее. И как-то много там всяких разных других факторов, по типу, например, то, что скины можно получить и продать, и киберспортивный интерес. Короче, куча всего на самом деле. Не, в КС, конечно, стрельба хорошая, но в Хан Шоудауне все-таки намного лучше. Бля, ну чушь. Что там вообще можно было сделать, непонятно. Она взяла и замедлила меня в воздухе. И я получал урон в воздухе. Ничего не мог сделать совершенно. Да блять. Сейчас вообще какой-то нелепый хайп в 6 идет. Какой хайп? А, с BF6? Ну, реклама они хорошо расплатились за маркетинг, по факту. Ну и потом, все-таки он выглядит прикольно. Battlefield. Сейчас почему хайп идет? Потому что все там, типа, блогеры и там прочее, поиграли, показали. И, ну, людям понравилось. Выглядит прикольно. Бля. И я видел одну демонстрацию прикольную того, как здание разрушается. То есть там 4 сносящие балки снесли, и дом упал. Ну, выглядел прикольно, мне понравилось. Наконец-то побил. Четко. Лошадиная сила. И чё мы получили? Теперь мы можем останавливать время, да? Ртуть. Особая сила, которая применяет Керрион. Чтобы управлять временем, этот стиль дает большие свободы в битве для использования различных тактик и комбинаций. Да. Но я хз, как использовать этот стиль. Даже не представляю.
Ну, типа, нужен он мне вообще. Стиль-то прокачивается не очень-то быстро. Я нашел тебя, семя Спарда. Ща жестко будет. Я же говорил, что запомнил твой зловонный запах. Ты можешь бежать куда угодно, но от меня тебе не скрыться. Ты не тот, кто встретился мне последний раз. Но этот запах. Вас двое. У этого мерзкого Спарда 2 сына. Жесть он его. Блин, он получил оружие. Дэм. Би. Угу. А он себе так руку отрубить, ну, отрубить не должен был. Хуя он там быстро. Вот так вот сделал. Кисть должен был располовинить, как будто бы. Битва братьев по крови. О май гад. Ртуть. Он вообще в принципе не прокачиваемый, да, или что? Создание волны искажения времени, которое замедляет врагов и увеличивает вашу скорость. Да не интересно, вообще не интересно. Ах ты мразь!
сильно. Это было сильно. Винтовая лестница. Насколько может? О, уничтожить всех врагов. Просто. Вот такие задания мне по душе. Душная миссия 8. Да, блин. Да, скорее всего. Но это будет попроще, чем остальные. Тут надо просто кучу народу убить. Все они душные. Ну да. Так, зато после этой миссии я уже получу улучшение хп, наверное. Ну нихуя себе. Ай, блин. Но я был близок, я чувствую. Это что, хп мне валяется тут рядом? Капец. Блять, да вы издеваетесь. Ну это как вообще? О, ХП. Вот это другое дело. Блять.
Да блядь. Угу. Как муха, да? Да. Пауки. Он вышел и... вот этого паука, другого паука. Да ты издеваешься нахер. Ну, два жнеца, это, конечно, весело вообще. Надо как-то по-быстрому этих пауков замочить. Угу. Получаешь жизненные силы. Повернуть назад и Б. А, да. А? Кто это был? Что? Кто это был? Был? Агу? Угу. А я пробежал, что ли, мимо? Это арена. Колизей. Ну, интересно, конечно.
большого паука вылезли. Где пошел паук? Почему там маленький паук? Он там вот разрезал большого паука, и оттуда маленькие паучки вышли. Вот так, да. Его? Это типа дети паука. Сейчас увидишь, папа разрежет одного паука, и там маленькие паучки вылезут. Да. Да, вот есть пауки маленькие. Ну где здоровится? Вот пошла. Вот в бою с этими тварями мне бы гитара подошла очень сильно. С большим количеством врагов вот гитара самая то. Против одиночного вот Цербер окей. Ну, здрасте. Блин, там здоровье было неплохо. Да, короче, все тайные миссии душные, без исключения. Просто каждый, сука. Исключений нет.
Если Ицуна попадет в ад, он будет вечно проходить тайные миссии из Виктриал. Какой кошмар. А мне хп не дадут вообще? Блять, что за нахуй? Почему мне хп не дают вообще? Харский пойдем. Да, вот разрезал. Ну, блин, ну... Ни одного хп, серьезно. Ой, господи. Я на самом деле дохуя времени на эти тайные миссии трачу, вообще пиздец. Если бы не они, то я бы, наверное, уже ближе к концу игры был бы. Ну, очень близко к концу. Вам так не кажется? Да. Два тайные миссии занимают стрим. Да, кстати. Мое предвидение про марафон на 20 стримов сбывается. Бля. О. Харский бадин. Сок ел ротта. Да. Посмотки.
Да что за... Старшему получается 8 лет. Да. Ай, да блять, господи, ой, нахуй. Как же мне этих кастетов не хватает, ё-моё. Ну, блядь, я же нажимаю. О, Морган Фримен, здорово. Ой, да ладно, жизки. Так бывает, что ли? Оуай. Привет, Серега Марк. Здорово. Ай, дурак! Ну я же жму. Да, это жестко, конечно. Ща. Обкончил паучок. Ну, блин. Хентайные наклонности японцев не дают покоя ни в одной японской игре. Прикиньте, у нас... Против пауков обычно огни и рудра мощные были. Ну я оружие выбрать не могу. Рядом этого алтаря нет. Блин, что-то я увлекся. Сбили мысль. Да, я о чем-то говорил, наверное.
Да блин, пошел. Эти маленькие пауки еще бесят. Пипец. О боже, мне хана. Сука. Блин, как это неприятно. Кротысы. А? А кто Мельская. это дьявол и плакал ли он в какой-то части? Ну вообще да. В первой части буквально там слезы лил Данте по Триш, девчонке, похожей на его мать. Ну там демон, по сути, создал копию его матери, чтобы та приманила его в его логово, чтобы тот открыл врата демонов и вернул Мундуса в мир живых. И там в какой-то момент, типа, получается так, что, типа, эта самая Триш умирает, и он, типа, такой, блин, печально. Опять мать умирает у меня на глазах. И слезы льет. Да блин, ну что за... О, какая великолепная камера, просто, суки. О, -2 сразу. О, хп. Ай, да пошел ты в задницу. А у кого рука или меч была заводная, он мне нравился, круто было рубить всех. Ай, да блин. Урган Фриман человека увидел 8. О, с повышением уровня, поздравляю. Это был Неро. Я точно не знаю, кем он приходится им, но типа третий брат у них, что ли, есть. Полубрат, типа племянник. Я хер его знает, кто он. Но у него рука демоническая, его зовут Неро. Он такой, я хз вообще, кто он. Я таки не понял, кто он. Но в 4-й части вроде как объясняется, кем он является. Сыграй в 5-ю часть. Ну, у меня марафон вообще. Это случится в порядке очереди. Я Там все даже... объясняется. Я даже этот, как его... Перезапуск DMC поиграю. Он, кстати, был охуенный. Перезапуск.
Ну тогда буду смотреть стримы. Хорошо. И болеть за плач демона. О, как же я жду 4-ю часть, сука. Она все-таки, вот, 4-я часть была по геймплею намного баще, чем 3-я. Ну, имха. Она с каждой частью там все лучше и лучше становилась. И DMC, кстати, тоже в этом плане был прикольный. Ну, то есть, в плане, как можно, типа, отыграть там и так далее. Здесь оно как бы окей, но в целом оно с каждой частью все лучше и лучше становилось. Это факт. Я вот уже прям, ну, с экспертной точки зрения могу это сказать почти изи. Первая часть была хорошая, вторая часть вот во всех смыслах была полным дерьмом. То есть в нее вообще, ну, в принципе, невозможно было играть. Это вообще дерьмище полное. Хоть я ее прошел, но это было скучным дерьмом полным. А вот 3-я, вот да, она вот прям хорошее развитие дала. В целом. Идет в правильном направлении. Да блин. Да что ты... Так, надо выбрать новую тактику. Не скипай кнопку стиля, а просто удерживай. Если ты так и будешь умирать часто, плакать по ходу придется тебе. Streamer may cry. Streamer may cry. Free. Nolan's Awakening. Да. Ай, козлы вонючие. Лау-лау-лау.
Кстати, идут слухи, что 6-я часть в разработке. Да ладно. Ничего себе. Ну, хотя это было бы логично, учитывая успех сериала, в принципе, довольно-таки, да. Ну, то есть, цветет и пахнет франшиза, популярность имеется. Официально по слухам, Официально по слухам, да. Вот это я его разъебал, так разъебал. Угу, спасибо. Capcom им проще доить фан-базу Resident Evil, чем гик. Все, победа, ребят. Ура! Победа! Или нет? Да вы сдохните, нет нахуй. Блять, я был уверен, что я победил, сука, потому что у меня хп, блять, было. Боже, сука. Баран Туиндера. Спать. Чё не спите вообще? По беспределу бегаете тут. Мусорка, Баран. Не спи плохо. Алра. Иди сюда. Спокойной ночи. Люблю. Дик-дик. Басматы. А может быть... Охуенная тема. Ну давайте, твари. А, погодите, не убиваем. Эх! Найс. Сейчас всех здоровяков разъебем. Ага, вот он.
Ой, как это пиздец. Угу. Ах ты. О, нет. Угу. Надо вот почаще вот этим дерьмом пользоваться. Не поможет. Не поможет. Лучше прыжки. Ну-ка, давай проверим. Ну, вполне. Ну, правда, не очень хорошо, конечно. А? Уворачивайся. Надо. Şöyle utuyum barın. Otu da jolur en utuy bыстро, tu mekan tahiya. Tere. Посмотрим. Блядь, двоих убил одновременно.
Блять, лежать, сука. Давай. Нахуй. Ебать, я их разъебал, господи. Как боженька просто. Тыкш, такой вот блок ставлю нахуй. Вообще. И потом такой, пошел нахуй. И не разлетается на куски просто. Вот это вот. Пошел нахуй. Вот это вот. Прием. Так. А это что такое? Адское шоссе. Highway to hell. Ай, куда? Не ходи. Да. Индинь. Так. Коридор света. О. Это что такое? Предметами мы не пользуемся, поэтому это нам не надо. О. Так, давайте соберемся все вместе, товарищи. Ты можешь пройти мимо них. Это, конечно, да, но... А как же супер-пупер стильно набирать очки? Отлично. Папа-папа-папа-папа. Всем врагам порогом, значит. Угу. О. Так, у нас тут опять головоломка. Там скрытая стена стоит. Ага, вижу. А, скорее всего, дело в нем, да? Ну да. Ништякос. Ёбаный рот. Ни один враг не должен уйти. Там еще одна секретная миссия. Лол. Ну это рофлс какой-то. Почему? Там чуть-чуть осталось.
Да как он выжил-то, ё-мо. Но этот еще как будто проходимый. Ну, не такой душный, как тут. Повышение уровня для артист союзных LVL-32. Повышением уровня, поздравляю. Блядь. Ёбаный. Вот это последним, по-моему, были. Это прикол. Он просто блок поставил, прикиньте. Попробуй в конце использовать винтовку после пистолета. Ну, я понял, да. Но я каждый раз... туплю. Блять, сука, ну, блять, ёбаный пиздец. Yes. Блять. Кажется, не последний. Блин, я думал, все. Yes. Yes.
Орехалк. Отворять двери. Окей. Ключ, ключ, ключ. А, теперь тут пусто. Так, давайте-ка мы сюда пройдем. Оу. Так, действие. Что я могу прокачать? Вперед. Хотя сейчас, по-моему, будет братишка, да? Сейчас, походу, будет братишка. О, как вовремя. Так, погоди-ка. Да ёбаный ты рот. Так. Возьми стельничник и разломи статую. Ща, погоди. А. Да, тут он конкретно как косой пользуется им.
Точнее, ей. Как он заебал. Да, блять, почему? Если нажать на разные стороны управления, то данное оружие выдает разные удары. Да я знаю это, прикинь. Просто он каждый раз, сука, блять. Цель, она меняет положение. Вот относительно персонажа, именно не его. Когда эта сука вот, типа, вот так вот начинает скользить, он находится непосредственно, ну, короче, блядь, с другой стороны от этой статуи. И получается так, что я все время одну и ту же кнопку как будто нажимаю. Но по факту я, блядь, нажимаю разные стороны. Но он, блядь, продолжает эту хуйню делать. Одну и ту же. Ой, бля. Да ты серьезно? Бля. Блядь. Вот, блядь. Блядь. Да ёбаный рот. Ты можешь, сука... Играть на гитаре не так уж и легко. Да пиздец вообще. О боже. А, у меня еще типа Devil Trigger не копится.
Да, пиздец. Даже большинство, ну, летучих мышей не попадают по цели вообще, если что. Ну так, держу в курсе. Заебал. Бля, почему он одно и то же делает, сука, заебал? Я честно нажимаю разные направления, но это чмо продолжает одно и то же делать. Блять, сука. Не повторяй комбо или удары. Одно комбо или удар можно Да я повторить через 4 понимаю, комбинации. я понимаю, понимаешь? Ты понимаешь то, что я понимаю? Ты же не думаешь, что я такой долбоеб и пытаюсь повторить одно и то же действие в течение очень многих повторений, типа? Он просто, блядь, сука, ёбаная. Как ты заебал. Пиу! Он, блядь, туда вот прямо летит нахуй. Направление относительно цели меняется. И мне же надо относительно направления цели, типа, задавать направление, правильно? Так вот, нахуй, блядь. Каждый раз, когда он что-то вот, блядь, делает, он, сука, меняет относительно цели свое направление, ну вот, свое местоположение и направление своего тела и так далее, блядь. И, сука, получается так, что у меня все время, блядь, одно и то же получается. Даже если я, блядь, вот стараюсь, блядь, разные направления задавать, он один хуй вот эту хуйню свою, блядь, делает, нахуй. Я не понимаю, почему он так делает. Ну, честное слово, это просто ебаный рот какой-то. Как он заебал. А пошло ну нахуй, блядь, оно того не стоит. Пизду, блядь, сука, пиздец нахуй. Ну и дерьмо, а не оружие, ебаный в рот, блядь. Пиздец нахуй. Ой, бля, это ебать. Ебать, хуйня меня выбесила сейчас, пиздец. Why isn't this working? Почему ничего не работает? Здесь чего-то не хватает. Must more blood be shed? Быть может, нужно пролить еще больше крови. Be in a bad mood. А, похоже, ты в плохом настроении. Dante. Да. Face purple sweating, rolling on the floor laughing. Итак, амулет моей матери — это ключ, отворяющий врата в мир демонов. Good plan. Хороший план, батя. Just the opposite. Вообще-то все наоборот. Originally it А изначально was он был ключом в мир демонов, но позже он был принесен в дар людям. It doesn't matter Какая if you разница, one это way не or важно. the other. More importantly, Важно то, что мной пройден весь этот путь. I'm sure you have time. Уверен, что у тебя есть время на еще одну игру, не так ли?
Почему бы и нет? Все же в наших жилах течет одна кровь. Я только использую немного твоей крови, чтобы снять заклятие папочки. То есть тебе нужен кусочек меня? Ладно, братец, попробуй достать его. А, я мечником пользуюсь до сих пор. Ёбаный рот. Ясно. Угу. Все отлично. Погнали. Ну черт. Почти. Хорошо пошло. Ага, все поменялось. Окей, нормально. Окей. Let's go. Rest in peace. Ух, ебать.
Sorry, but this is no place. Прости, но это не подходящее место для маленькой девочки, так что проваливай, заткнись. О, а теперь это королевская битва. You forced him into this. Ты принудил его к этому. Ты действительно так думаешь? Глупая девчонка. Жестко. Bravo! Браво, браво. I never dreamed. Я не мечтал о том, что все пройдет так гладко. Хорошая работа, ребятки. Молодцы. Ты. Не будь плохой девчонкой, Мэри. Or you can expect Или us папочка тебя отшлепает за это. later. Just as gonna spank Джессер you, отшлепает тебя по spank you попке, on the отшлепает по попке. Сумасшедший фигляр. Не знаю, откуда ты, но тебе здесь явно не место. Теперь проваливай. Zowie. Черт, почти получилось. You've taken quite a Ты сегодня здорово помяли, не правда ли, Вергилий? shot me into confetti by now Если if бы you were ты in. был бы в порядке, уже давно измечал бы меня на конфетти. Черт тебя возьми. You have lost. Ты проиграл. Because you Потому что ты недооцениваешь людей. What's going on? Что происходит? good girl, Хорошая девочка, чистая, невинная. just like you. Прям как твоя мать. You bastard! Ублюдок! It's time for your Пора тебя отшлепать, дорогая. Блин, ну... По-моему, не так шлепают людей. Ты хочешь знать, почему заклятие не разрушилось? А, Вергилий? У тебя есть оба амулета и кровь Спарды. У тебя было бы все, чтобы освободить зло. I told you before. Я тебя предупреждал, что мне не нравятся те, кто говорят больше, чем я. Ты ранен и слаб. Even I can do Даже я смогу это сделать. this to you. Вот это. Two amulets, Да, амулеты. a set of Кровь Sparta's Спарты. blood. Now, Теперь мне нужен еще один ключ. he sacrificed two Он принес две things жертвы, to чтобы suppress сдержать the колоссальную tremendous мощь этой force of башни. this tower. His own devil's blood Его собственную кровь и кровь смертной жрицы. Что, в жопу, что ли? I needed you. Мне нужна была ты, в чем теле течет та же кровь, что принесет в жертву женщины. Sacrificed woman. His spell cannot А, be в ногу. undone. Блин, охереть, это же все смерть, по-моему. It was quite a Капец, ride, ну и you повеселились мы, знаете ли. know. If any of you had died before Погибнет getting кто-либо из here, вас, прежде чем мы добрались сюда, наш маленький план провалился бы. therefore, my Поэтому моя задача была заставить вас бороться друг с другом, чтобы ослабить вас. at the same time, Но в то же время я должен был привести вас сюда и убедиться, что вы живы. alive. I even went so Мне даже far пришлось as одеться dressing как like a полный идиот. It's time for bed. Пора идти спать, Мари. You can visit Ты your можешь навестить dear свою mother. покойную мать. Ловушка Джокера получается. Whoa. Try me. Попробуй это. Клоуну пора откланяться, Аркам. Dude, the show Приятель, представление окончено. Impressive. Впечатляет. I expected nothing Ничего less другого от from потомков the дьявола devil's я не descendants. ожидал. But aren't you forgetting А something, разве ты Virgil? ничего не забыл, Вергилий? The spell is broken. Проклятие разрушено. What do you think И что will ты happen? думаешь теперь случится? Let's welcome Поприветствуем chaos. хаос. О. Ё-моё. Just sit and wait. Сидите и наблюдайте. Wait for the birth. Наблюдайте за рождением нового бога. I Я стану преемником власти Спарды. О, братишка упал.
На ману. More power. Where's your motivation? Ну что ж, ну я стал намного лучше играть против Вергилия, это точно. В прошлый раз я на нем очень долго сидел. Сейчас вообще намного лучше стало. За счет еще того, что понимание стиля, как она работает. Ранее я вообще думал, что он иначе как-то действует. Я пытался вот этой вот херней, ладонью, ударить именно в момент нанесения атаки. Но он совершенно иначе работает. За счет блока накопленный урон от врагов становится, короче, этим. Ну, не знаю. Чем больше я урона заблокировал, тем больше урона я нанесу ладонью этой. Типа такая идея тут, оказывается. Блин, вот это башня-трансформер, конечно. Че он там стоит, машет что-то руками? Ты собираешься туда? Да, я хочу покончить с ним. Тебе лучше забыть об этом, потому что ты ему не соперник. Неважно, мне нужно идти. У меня была возможность остановить его, но я не сделал этого. Я несу ответственность за все это. Ответственность? Тебя это настолько беспокоит? Он мой отец. Кроме того, кому еще по силам исправить то, что он сделал? Демону вроде тебя это не понять. Отец и семья, да. Ладно, я тоже пойду. Но тебе лучше поспешить, если ты не хочешь, чтобы все досталось мне. Четырнадцать. Так, что у нас вообще по 10к? Окей. Ну, погнали. О, Погерс, Беовульф, сверкающие перчатки на коленнике. Все, это имбар уже просто. Теперь я их не поменяю никогда. Никогда. Они очень много урона наносят. Так, мне 10к. Луч. Апперкот. Так, апперкот, конечно.
Угу. Как-то я прикольно на люстру поднялся. Ой, еще подойду. Ой, 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 ой.
А. Я оттуда пришел. Тележка воздержания. Вот это название. Кто-нибудь катался на тележке воздержания? Звучит так себе. Каждый день. Да, да. Привет, Алпедов. Надо прокачать эту хуйню, чтобы он быстрее заряжался. Пятька мало. Ага. Проверка.
Ёпта. А душоночки мои? Точнее, хпшечки мои. Так. Стоп. Бля. Какие? Лол. Так, стойте. Я пришел оттуда. Ну, наверное, мне сюда. Нет. Опачки. Опачки. Ну тогда супер назад. О. А. Так. 8К не хватает. Серьезно? Блять. Нулан, я гулять, а тебе спать пора. Ну, по идее, да. Ну, только сохраниться надо, по идее. Ау.
Нихера. Вот это вот внезапно. Хэппи. Так. Да. Нахуй физику. Да. Биси. Ну все, по идее надо пойти спать. Ладно, этот ролик досмотрим. Наш скалолаз. Разрушитель врат. Тот, кто управляет башней, управляет своей судьбой. Сколько у меня душ в итоге? 12к. Хорошо. Восстающий дракон. Угу. Буду готовить бисквит шоколадный сегодня. Помажу шоколадом растопленным и с мороженым съем. О, отличный план. Отличный. Ну, а я завтра макароны поем. Салатик, наверное. И, может, на вечерок пивка куплю. Посмотрим. Ну, завтра стрим будет, я думаю, вечером. Так что до завтра, ребят. Всем до вечера. Всем спасибо, кто был. Хорошо посидели. Не особо душились, как вчера, но Махтал тайные за миссии... Софин. Пожалуйста. Вам спасибо, что со мной сидите.
Я все-таки не такой веселый. И довольно-таки скучный человек. Ну все. Всем спасибо. И до завтра. Спокойной ночи еще, кстати. Да.